Привет! Сейчас перед тобой беспроводные наушники FreeBuds Pro. Новинка от компании Huawei, посмотрев на которую, можно сделать вывод, что будущее уже наступило. И ведь действительно, они выглядят очень оригинально и отчасти футуристично, хотя по дизайну необычнее, чем вкладыши FeelCC, я до сего момента еще не встречал. Но тем не менее, надо отдать должное, что по этой части ребята из Huawei однозначно поработали хорошо. И это я еще молчу про заявленные в наушниках характеристики. Чего в них только не запихнули. Тут тебе и интеллектуальная технология активного шумодава, и полноценное управление, причем на каждом из наушников, режим прозрачности с усилением голоса и многое-многое другое. И вот за все это великолепие я отдал 11,5 тысяч рублей, потому как оформил предзаказ в официальном магазине у нас в России. Да, стоят они немало. Официально на сегодняшний день это самые дорогие беспроводные наушники, что были у меня в руках. Но при всем при этом они не самые дорогие в мире. Как минимум они в 1,5-2 раза дешевле Apple AirPods Pro, которым Huawei по сути и противопоставляет свой новый продукт. И как бы то ни было, лично для меня это все равно очень дорого. Так что я сразу для себя решил, что как только они ко мне приедут, то спрошу я с них по полной. И вот они на руках, я протестировал и сейчас все тебе про них расскажу. Поставляются наушники в белой коробке из плотного картона, которая не выглядит особо премиально. Внутри в пластиковой проставке уложен кейс с наушниками. Я заказал цвет мерцающий серебристый, потому как только в такой расцветке, сугубо по моему мнению, они смотрятся очень круто. Разумеется, это уже дело вкуса, и кому-то такой цвет может вовсе не зайти. Также немаловажно, что именно в таком исполнении поверхность кейса покрыта матовой краской, что намного практичнее, нежели глянец в черном и белом вариантах. Помимо самого устройства, в коробке лежит мультиязычная инструкция по эксплуатации, комплект сменных амбушюр двух типа размеров и зарядный кабель USB Type-C. Качество сборки и исполнения как наушников, так и кейса на 10 баллов из 10. На самом деле мне сейчас сложно передать словами все ощущения, которые испытываешь, когда держишь в руках это устройство. И вот отдельного внимания заслуживает зарядный кредл. Крышка кейса открывается резко за счет того, что в петле имеется доводчик, а в закрытом состоянии фиксируется плотно на магнит. Корпус имеет овальную форму, и его габаритные размеры по длине, ширине и высоте составляют 70, 24 и 51 мм соответственно. Внутри установлен довольно емкий аккумулятор на 580 мАч. На нижнем торце корпуса расположен разъем для зарядки, а рядом с ним небольшой индикатор, который горит красным, когда кейс разряжен, и сменяет свой цвет на желтый в процессе пополнения энергии. Об окончании данной процедуры сигнализирует его зеленое свечение. Время полной зарядки кейса по проводу составляет примерно 1,5 часа. Помимо обычного проводного способа, зарядить устройство можно и беспроводным блоком, но на это потребуется раза в 1,5 больше времени. На правой стороне корпуса расположена единственная физическая кнопка активации наушников. Она нужна для первого их сопряжения, а также для сброса до заводских настроек. Еще одна статусная лампочка расположена уже внутри, между посадочными местами наушников, и показывает состояние уровня их заряда. Сама гарнитура, в свою очередь, имеет очень необычный вид. В моем случае наушники полностью облиты хромом, и со стороны это выглядит так, как будто они сделаны из металла. Ножка здесь имеет прямоугольное сечение и длину 28 мм, а корпус камеры с звуководом сделаны настолько удобно, что в мои уши они сели как родные. И несмотря на глянцевую поверхность, они не вылетают из ушей даже при активной ходьбе или беге. Все управление как функциями мультимедиа, так и переключение режимов здесь зашито на торцы самой ножки, и реализовано это довольно необычным способом, с помощью так называемых сжатий сенсорных областей. Одинарное сжатие в режиме воспроизведения музыки отвечает за плей-паузу, а в режиме звонка позволит ответить на вызов или положить трубку. Проделав такое действие дважды, можно переключить трек вперед или отклонить входящий вызов. А вот тройное сжатие позволяет отмотать трек в начало или включить предыдущую композицию. Отрегулировать уровень громкости можно прямо с наушника, если погладить ножку по внутренней стороне. Движение вверх отвечает за плюс, вниз за минус. Непосредственно сами сжатия озвучиваются в наушниках характерным тихим щелчком, и к управлению таким образом определенно нужно привыкнуть. Признаюсь, в первые моменты я вообще не понимал, как нужно производить данные действия. После обычных тапов переучиваться на подобное управление было немного сложно, но это дело времени.
Помимо полноценного управления, в каждом наушнике установлен датчик автопаузы. При желании его можно, конечно, отключить в приложении, но мне эта функция нравится, работает она корректно и отключать я ее не стал. Переключение между режимами активного шумоподавления обычным и прозрачностью также зашиты на жесты сжатия. Для их активации нужно удерживать сенсоры несколько секунд, до тех пор, пока женский голос не озвучит тебе, какую из 3 опций ты активировал. При этом сами надстройки работают просто шикарно. Шумодав реально не пропускает звуки извне и прилично так усиливает звучание. В программе имеется 3 различных уровня: комфорт, обычный и ультра, которые можно самостоятельно активировать, либо предоставить возможность самим наушникам решать, какой из этих 3 включить. Для активации последнего тебе надо просто установить режим в положении динамический. Также меня очень порадовала работа функции звукопроницаемости. Встроенные микрофоны транслируют все, что происходит вокруг, и делают это так четко, что наушники не приходится вынимать из ушей. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как Huawei FreeBuds Pro работает в качестве гарнитуры для телефонных разговоров. Ну что же, у нас первый тест наушников Huawei FreeBuds Pro. Вот таким образом они звучат на оживленной, собственно, трассе. Это проспект Мира, 7 утра. И вот так вот отрабатывают шумодавы в данных микрофонах при таких условиях использования. Как-то так. Проверяем работу микрофонов в наушниках Huawei FreeBuds Pro. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Сейчас буду открывать окна, создавать максимум шума. Тут еще едут машины по бокам, так что, в принципе, шума в салоне достаточно. И вот так вот отрабатывают шумодавы в данных микрофонах. Можешь послушать сам. Ну а теперь по традиции тест с печкой. Сейчас прибавляю ее на 2, на 3. И вот так вот на 4 максимум шума мне выдает печка. И вот так отрабатывают шумодавы в данных наушниках при таком сценарии использования, создавая искусственно шум в машине с помощью печки. Вот как-то так это все происходит, так это звучит. Ну что, друзья, раз уж я обещал спросить по полной, я, собственно, это и делаю. Сейчас нахожусь в торговом центре, рядом с фонтаном, здесь очень много народу. И вот так вот звучат микрофоны в наушниках Huawei FreeBuds Pro. Вот таким образом отрабатывают шумодав. Можешь слышать, собственно, и оценить их звук. Подключение к смартфону происходит по открытию крышки кейса. При желании наушниками можно пользоваться по отдельности, причем радует именно тот факт, что на каждом имеется полноценное управление. Считай, каждый наушник умеет одно и то же. Интерфейс сопряжения Bluetooth версии 5.2. В Huawei FreeBuds Pro установлен фирменный процессор Kirin A1, а вот из кодеков доступно пока только 2, это AAC и SBC. И вот что касается непосредственно звука, то он здесь безусловно хорош. Наушники выдают первоклассное звучание. Здесь в наличии насыщенный, глубокий и обволакивающий бас, прекрасные средние частоты, которые просто будоражат сознание в момент прослушивания вокальных партий, а четкие и звонкие верхушки добавляют финальные штрихи в общую картину восприятия. Перкуссия, тарелочки, хэты и буквально все, что я так люблю в этом диапазоне, звучат просто великолепно. В каждом наушнике установлен аккумулятор на 55 мАч, а результаты моего теста автономности на 100% громкости получились вот такими. В обычном режиме наушники отыграли 4 часа и 43 минуты, а в режиме активного шумоподавления 2 часа и 31. Разумеется, было понятно сразу, что при такой емкости вся эта история с 7 часами автономности чистой воды маркетинг, и работает это все только на 50% громкости. И тем не менее, я считаю, что в целом результат очень даже хорош, ведь запас по громкости здесь приличный, и не каждый сможет слушать в них музыку на 100%. При всем при этом время полного цикла зарядки гарнитуры от кейса составляет всего 35 минут. Также одной из крутых фишек этих наушников является поддержка подключения сразу к 2 устройствам, и данная опция реально работает. Я смог без проблем подключить наушники одновременно к ноутбуку и к смартфону. Для многих подобная функция будет очень полезной, ведь на данный момент такого в других наушниках я не встречал. И сейчас я не беру в расчет экосистему Apple, в которой это все уже есть. В наушниках отсутствует специальный игровой режим, но благодаря независимому подключению задержки в игровом сценарии практически нет. На слух ее уловить довольно сложно, ровно как и при просмотре роликов на YouTube. Звук от видео не отстает от слова совсем. По стабильности соединения наушники спокойно держат дистанцию в 10 метров на открытой местности, а в деревянном доме сигнал проходит через 2 стены и перекрытие 2-го этажа. В кармане джинс при надетой длинной куртке обрывов соединения я также не ловил. Ну и подводя некий итог, что могу сказать.
Huawei FreeBuds Pro определенно наушники инновационные, по крайней мере лично для меня. Эти деньги, что за них просят, это не только цена за звук, который, к слову сказать, здесь очень хорош. Это стоимость всех технологий, что производитель в них применил. Начиная с отлично работающего шумодава и заканчивая возможностью подключения наушников одновременно к двум устройствам. Если же рассматривать их с позиции только звуковой составляющей, то безусловно на рынке есть похожие по звучанию варианты намного дешевле. Но как я уже сказал, FreeBuds Pro это не только хороший звук, но и отличные технологии. А вот нужны они тебе или нет и готов ли ты за это платить, в конечном итоге решать только тебе. Я лишь сегодня постарался максимально подробно рассказать, что ты сможешь получить, купив эти наушники. А на сегодня у меня все. Спасибо тебе за просмотр, отдельно за лайк и комментарий, и увидимся с тобой в следующих видео. Пока-пока.